Неужели опять прожектор? Да, такой же. И та же самая поломка. Шесть новеньких, блестящих прожекторов были куплены по рекомендации моего знакомого менеджера. 50 Вт мощности, 3 года гарантии. Ресурс 50 тысяч часов. А это почти 7 лет непрерывной службы. Но это все оказалось неправда. Маркетинговый ход или развод для лохов решайте сами. Но 3 из 6 прожекторов перестали работать уже через год службы. Вскоре начались проблемы и с остальными. Как выяснилось на самом деле, гарантия на них всего 1 год. И она уже истекла. У всех, кроме одного, одна и та же поломка. После включения в сеть они не светятся, а только мигают. Выяснить причину этого явления достаточно просто. Нужно просто посмотреть внимательно на светодиод. Яркие вспышки ослепляют, поэтому воспользуемся затемненным стеклом. Теперь можно легко разглядеть отдельные кристаллы – эмиттеры. Мощные светодиоды состоят из множества одноваттных кристаллов. Их соединяют последовательно в линейке по 10 штук с помощью тонких золотых проводков. По количеству эмиттеров легко определить мощность светодиода. На самом деле кристаллы светят ультрафиолетом, а белый свет образуется благодаря частичкам люминофора, который входит в состав компаунда. Во время работы кристаллы сильно греются, выделяющееся при этом тепло отводится на металлическую пластину. Но почему же у нас светится только 10 кристаллов? Неужели 40 из 50 светодиодов просто сгорели? Ну как бы да, но не совсем. Поскольку светодиоды соединены последовательно, достаточно одному разорвать цепь, чтобы все перестали светиться. Обрыв происходит при перегорании соединительного провода, вследствие значительного превышения номинального тока. Но бывает и другая причина выхода из строя светодиода. Из-за заводского брака или перегрева происходит разрушение структуры кристалла, возникает пробой. Давайте проведем симуляцию, что будет, если произойдет пробой одного из светодиодов. Перед нами схема 50-ваттного светодиода, подключенного к источнику тока в 1,5 ампера. В штатном режиме весь ток равномерно распространяется между всеми 5 линейками. Через каждый светодиод течет номинальный ток – 300 мА. Замкнем один из светодиодов, сымитировав пробой. Из-за понижения сопротивления большая часть тока устремляется в линейку с пробитым светодиодом. Это моментально приводит к сгоранию соединительных проводов. Линейка отключается. Теперь ток через светодиоды выше номинального и составляет 375 мА. Это, несомненно, вызовет перегрев и очередной пробой. Еще одна линейка отключается, а за ней еще одна и еще одна, пока не сгорят все. Но в отличие от симуляции, в реальности последняя линейка не сгорела. Это произошло потому, что в источнике питания есть защита от превышения напряжения. Драйвер повышает напряжение, чтобы выдать расчетный ток 1,5 ампера, но из-за повышенного сопротивления светодиода напряжение поднимается выше допустимого. Срабатывает защита, и драйвер отключается. Вскоре напряжение падает, и он опять включается. Мы видим ритмичное мигание. Но что же привело к сгоранию первого светодиода? Заводской брак или какие-то другие причины? Почему вообще производители не делают один большой кристалл, а применяют множество маленьких? Ведь выход из строя одного приводит к негодности всей матрицы. Представим, что каждый сотый эмиттер будет бракованным. Получим 99% пригодных. На первый взгляд неплохо, но если в одном светодиоде используется 50 эмиттеров, то вероятность, что среди них не попадется ни одного бракованного, всего 60%. А это означает, что 2 из 5 готовых устройства будут с дефектом. Не лучше ли сделать один большой кристалл? Но тут не все так просто. Увеличение размеров кристалла в 2 раза приведет к увеличению его объема в 8 раз. Но площадь поверхности, через которую происходит охлаждение, увеличится только в 4 раза. Это увеличит термодинамические нагрузки и может привести к перегреву. Именно перегрев является главным врагом светодиодов.
но и вообще любых полупроводников. От перегрева возникает деградация кристалла. И именно перегрев стал причиной поломки всех этих прожекторов. Перегрев возник по причине крайне низкого качества корпусов, которые выступают теплоотводами. Тонкий металл просто не способен эффективно отводить тепло. Проведем эксперимент. Подогреем центр радиатора. При нагревании происходит значительная деформация, которая уменьшается после остывания. Но даже будучи холодной, поверхность далека от плоскости. Вероятно, ее кривизна сформировалась из-за многократных тепловых деформаций во время работы светодиода. Возник перегрев и произошел тепловой пробой полупроводника. Теперь мы разобрались в причинно-следственной связи. Вы можете сами принять решение, стоит ли покупать такие прожектора, и есть ли смысл в простой замене сгоревшего светодиода. Мое решение было починить и исправить дефект конструкции. Для того, чтобы светодиод не перегревался, под него была установлена толстая алюминиевая пластина. Она обеспечит хорошую теплопередачу и будет препятствовать деформации. Кстати, не спешите выбрасывать сгоревшие светодиоды, ведь подводящие изготовлены из чистого золота.